Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». На этом канале почти 4 месяца назад, еще в мае, вышел ролик о том, что Китай может ввести войска в Афганистан и тем или иным способом, ЧВК или миротворческая операция, либо регулярные войска войдут в Афганистан, что было достаточно логично, умозрительно логично, лежало на поверхности. Потому что из всех окружающих Афганистан сил только Китайская Народная Республика обладает, во-первых, геополитическими целями, ну а во-вторых, ресурсами для такой масштабной операции. Это было достаточно очевидно, лежало на поверхности, но реальность вносит свои коррективы, все факторы невозможно учесть. И то, что мы сейчас наблюдаем реально в картине в Афганистане происходящего, конечно, вносит определенные поправки вот это развитие этого сценария, хотя о котором уже с подачи западной прессы обсуждают уже все так называемые эксперты, люди, высказывающиеся в интернете публично и так далее. Но перед тем, как рассуждать о том, что произошло в Афганистане, как будет развиваться ситуация, и для России, и для Китая в том числе, подписывайтесь на канал, нас почти 60 тысяч, если еще не подписались, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте об этом ролике своим друзьям в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, где вы сидите чаще всего, и подписывайтесь на Телеграм, ссылка которая в описании, там гораздо больше новостей, более актуальны они, и в режиме онлайн поступают к вам. Давайте, во-первых, поговорим о том, что случилось в Афганистане. Стремительная оккупация или реоккупация талибаном Афганистана в течение считанных недель – это, конечно, что-то необъяснимое. Причем необъяснимое не только для нас с вами, даже для экспертов, но и для инсайдеров, лиц, принимающих решения. Достаточно вспомнить господина Лаврова, который в преддверии захвата Афганистана он публично заявил, что он полагается на данные ЦРУ, которые говорят о том, что ничего не произойдет такого с правительством Гани, оно устойчиво, и для того, чтобы его сместить, потребуется очень длительное время. И, конечно, основной советник Лаврова по афганской проблеме, основной координатор в МИДе, это человек с говорящей фамилией Кабулов, точно так же полагался на такие же данные и тоже заявлял публично о том, что талибы не могут захватить Афганистан в ближайшее время. Буквально само время, сразу же через несколько дней опровергло это заявление, и вот талибы в Кабуле и почти захватили всю территорию Афганистана и практически взяли центр сопротивления в Паншере, хотя в самом Паншере продолжаются еще бои, и Масуд не сдался, младший. Тем не менее, что произошло? Почему произошел такой молниеносный захват талибами Афганистана? Прежде всего, нужно начать с самого Байдена, который запросил, как очень опытный бюрократ, свою разведку, Пентагон, военную разведку, и оба этих ведомства дали отрицательный ответ, что действительно Гани устойчив, талибы слабы. И, в принципе, это было достаточно логично. И трудно, конечно, здесь обвинять гуманитария Бернса, который заступил в конце марта на пост главы ЦРУ, директора, сменив пост руководства центра Карнеги. Наверняка он своим специалистам Карнеги тоже задавал этот вопрос. Они его уверили в том, что все будет нормально, проанализировав обстановку. И сам Бернс – это гуманитарий, это выходец из американского МИДа, Госдепа. Тут тоже его трудно обвинять в том, что он чего-то не учел. И тоже новый министр обороны Ллойд Остин США тоже, видимо, чего-то не учел и тоже предоставил такой оптимистичный прогноз по устойчивости правительства Гани. Но, разумеется, Байден тоже запросил и Альянс, непосредственно НАТО, находящийся там, и в основном, скорее всего, Великобританию. И Великобритания тоже дала такой расклад, что Гани устойчив. На основании этого, тем более, что Байден руководствовался сверхцелью, ему сама операция в Афганистане была не настолько важна, сколько вывод войск,
конечно, было принято решение о выводе войск. Но все равно вопрос остается на поверхности. А почему так быстро Талибан захватил Афганистан? И очевидно, что, конечно, многие любители китайской всякой экспансии, заговора, там, это очень такие люди, которые всегда списывают что-то непонятное на Китай. Они, конечно, пытались изобразить то, что Талибан, конечно, имел мощную поддержку. И Талибан, имея эту поддержку, действительно и помог Китаю Талибану так быстро захватить. Но реальных фактов этого нету. Никаких советников китайских в таком масштабе, чтобы захватить весь Афганистан, в Талибане не присутствовало. А помогли, точнее, могли помочь так быстро захватить Афганистан только какие-то союзники НАТО, американцев по НАТО, которые знали точно до деталей, до дней, до минут, до часов план эвакуации американских войск и знали, какие объекты будут ослаблены в первую очередь. Их оборона и так далее и тому подобное. И руководствуясь этими координирующим неким союзником Соединенных Штатов, талибы и смогли захватить Афганистан так быстро, получить все контроль над всеми ключевыми точками и бить именно туда, именно в те ослабленные районы, где американцы уходили первыми. Если бы у талибов не было плана эвакуации американских войск, они бы этого не смогли сделать. Просто потому, что не знали бы, куда бить, и их атаки, они были бы отбиты, и как минимум правительство Гани бы держалось бы достаточно долго. Кто-то талибам помог, это явно не китайцы, а это, видимо, какие-то союзники очень благородные американцев, которые желали американцам скорейшего поражения. Но нельзя исключать того, что и в самой администрации Байдена есть очень много сторонников республиканской партии, мы сейчас к этому подойдем, которые могли дать неверный расклад, которые могли тоже талибам помогать. Ну и сторонники наркотрафика. Мы знаем, что ни одно государство не без греха. Там есть и коррупция, и особенно в США, и особенно в ведомстве ЦРУ. Неоднократно сопровождалось скандалами о участии этих организаций в организации наркотрафика. Тоже кому-то было выгодно создание этого нового наркогосударства. Скорее всего, Талибан к этому снова придет, потому что никто ему не собирается оказывать масштабной помощи, которая оказывалась в последние 20 лет. И, скорее всего, там возникнут опять масштабное наркопроизводство, если оно прекращалось, правда. Тем не менее, Байден принял решение о выводе войск, и он руководствовался куда большей сверхзадачей, чем позор или не позор, или устойчивость правительства Гани. Для него его это интересовало во вторую очередь. Для него было важно другие последствия вывода войск. Какие именно последствия и является ли вывод войск из Афганистана провалом Байдена? Об этом только ленивый не говорит. И Китай попенял на это, и Россия, конечно, попеняла на это. Очень многие союзники по НАТО обвинили, и Великобритания, кстати говоря, в первую очередь, посмеялась, поплясала на костях американцев. Но, тем не менее, если убрать этот фактор эмоциональный, этого высокопоставленного троллинга Соединенных Штатов, реально давайте разберемся, чего достиг Байден и почему он назвал это, во-первых, победой. Достаточно вспомнить, что операцию в Афганистане начала республиканская партия, Джордж Буш-младший. И Пентагон – это традиционный союзник республиканцев. Республиканцы – это сторонник увеличения военных расходов, присутствия американцев за рубежом. А демократы, наоборот, такие пацифисты в кавычках, которые выводят войска из стран мира, наоборот, накачивают ЦРУ, накачивают цветные революции и действуют больше через внутренние восстания, внутренние смены режимов. Уже потом к смененному режиму добавляется американский контингент. То есть, что сделал Байден? Он лишил часть республиканской элиты кормушки в виде Афганистана, с которой они кормились 20 лет. Даже Обама не мог это сделать. Байден пришел для таких непопулярных решений в Соединенных Штатах. Я думаю, это далеко не первое непопулярное решение Байдена. Оно будет каждый год какое-нибудь непопулярное решение принимать в США, очень крупное. Но, тем не менее, он лишил республиканцев и их элиты кормушки. Очень большое и значительное. Мы все знаем, сколько триллионов долларов Соединенные Штаты оставили там и продолжали бы оставлять, если бы не Байден. То есть, он выиграл внутриэлитную войну.
частично над республиканцами. И сейчас задача Демократической партии – это удержание власти на как минимум ближайшие 4 года, а задача сверхмаксимум на 8 лет. То есть вот он эту внутриполитическую задачу решил очень достойно для своего демократического эстеблишмента. Второе, что создал Байден, это предпосылки удара по Европе второго миграционного кризиса. Я вам напомню, что Афганистан – это 40-миллионное население, а Сирия, например, это 17 всего лишь миллионов. И никаких, по большому счету, границ между Афганистаном и соседними государствами практически не существует. То есть это просто поле, из которого можно выходить, и уже люди пошли в Пакистан, кто-то постарался уехать в Таджикистан, кто-то хватает за шасси самолетов в США. Фактически люди начали уходить из Афганистана. Это 40 миллионов человек. Это огромная цифра, это половина практически населения европейской части России. И все эти люди куда-то стали идти. Как минимум, или от голода, от плохой жизни вербоваться в террористические организации. Это огромная проблема. И это проблема не для Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах свой миграционный кризис, это Мексика. Теперь у Европы второй миграционный кризис. И Европа уже не настолько устойчива, как в начале сирийской операции. И, конечно, второй миграционный кризис, особенно удвоенного масштаба, будет очень сильно бить по Европе. Что создал Байден? Байден фактически, выводя войска из Афганистана, намеренно ли сам Байден, либо часть его теневой, соответственно, управленца второго уровня, фактически своими действиями косвенно создали предпосылки для формирования второго ИГИЛа на территории Афганистана. То есть это 40-миллионная страна, которая ничего не производит, ничего так массово не производит, кроме мака и опиума, не может организовать никакое производство в условиях гражданской войны, к этому мы тоже подойдем. И фактически в зимний сезон, который сейчас, еще пока плюс-минус, Афганистан теплая страна, там пока еще ночью не так холодно, как будет, но уже к ноябрю начнется зимний сезон. И 40 миллионов людей, особенно городских жителей, лишенных поддержки США масштабной, продовольствия, теплой одежды и так далее, это будет регион гражданской войны, не затухающей гражданской войны и формирование одного крупного какого-нибудь ИГИЛа, либо нескольких. И напомню, что на территории Афганистана также базируется часть сил исламского движения Восточного Туркестана, которая ставит целью независимость Синьцзяно-Уйгурского автономного района, превращение его в Восточный Туркестан, независимое государство, и угрожает территориальной целостности Китайской Народной Республики. То есть Байден косвенно создал вот такую угрозу для Китая, афганскую угрозу для Китая, для Ирана, и для Индии, и для России. И говорить о каком-то шелковом пути, одном поясе, одном пути в этом условиях очень сложно. Особенно в Средней Азии. То есть, да, она вся будет дестабилизирована вот этими 40 миллионами беженцами, вот этим разрастающейся опухолью ИГИЛа и так далее. Да, то есть, вот что такое, что создал Байден. И самое главное, да, что фактически, если на территории Афганистана, это очень несложно, если Талибан смог в течение 1 месяца де-факто организовать оккупацию огромной территории целой страны, то ничего не стоит при координации внешних усилий, при дополнительной финансовой помощи в том же исламского движения Восточного Туркестана, которое в ноябре 2020 года лишилось статуса террористической организации США. То есть США, официальные органы и лица США могут финансировать теперь вот это движение, не опасаясь попасть под уголовную ответственность. Значит, ничто не мешает этому движению сформировать полноценную армию с полноценными советниками, с артиллерией, с авиацией, с кибервойсками и так далее. Ничего не мешает им в течение очень короткого срока превратиться в полноценный халифат, в полноценную исламскую вооруженную организацию, которая бросит вызов самому Китаю. Это пока звучит как фантастика, до того, или звучало как фантастика, пока мы не увидели стремительный захват Афганистана, в котором были полноценные вооруженные силы афганской армии. Это возможно, и это будет сформировано, и это будет угрожать Китаю в случае его начала тайваньской операции. То есть, если Китай примет решение провести тайваньскую операцию, на другом фланге Китая появится очаг другой локальной войны. И к этому Народно-освободительная армия Китая не готова.
Китай не готов вести две локальные войны одновременно на разных фронтах и на разных часовых поясах, хотя в Китае один и тот же часовой пояс, но тем не менее, фактически там разных несколько часовых поясов. Одновременно вести две эти операции Китай не сможет. К этому не подготовлена его военная машина. Таким образом, создавая на фланге с Китаем потенциальный очаг еще одной войны, Байден фактически отодвигает возможность начала тайваньской операции, либо вообще воспрещает Китаю это делать, на уровне чисто стратегии. То есть Байден фактически создал для Китая второй фронт афганской войны. Это прекрасно понимает в Китае и понимает, что тайваньскую операцию будет сложно провести, если задействовать ресурсы в отдаленном Синьцзян-Уйгурском автономном районе. А это придется делать. Почему? Потому что уйгуры, они проживают по всей территории Китая. И мы помним, 10 лет назад уйгуры фактически на площади Тяньаньмэнь в центре Китая взорвали машину. Это то, что могут уйгуры без замысловатой помощи. А если у них будет вооруженная база, полноценная, состоящая из нескольких провинций Афганистана и поддержанная целым рядом государств, то говорить о том, что одним терактом на площади Тяньаньмэнь уйгуры ограничатся, это, мягко говоря, спорное заявление. Я думаю, что уйгуры готовы будут взорвать весь Китай. Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ухань, все что угодно. И у Китая появится угроза терроризма. Китайцы очень боязливые люди, они очень боятся за свою безопасность. Именно поэтому в Китае так много камер, а не потому что они хотят цифровой концлагерь построить. И они, конечно, не готовы к такой угрозе абсолютно. Китай не готов к обороту огнестрельного оружия. Даже теракты совершаются с большими тесаками. Там многих это, скажем так, вызывает недоумение, что в результате теракта ножами порезано столько-то сотен человек. Но, тем не менее, если появится на территории Афганистана полноценный Восточный Туркестан, база и с оборотом оружия, которое будет поставляться кстати говоря, воздушным транспортом, может, у талибов появились вертолеты, их могут захватить в кавычках Восточный Туркестан и поставлять оружие, огнестрельное оружие, взрывчатку, системы артиллерийские, соответственно, танки, БМП в Синьцзян-Уйгурский автономный район. И это уже та проблема, с которой просто нынешний уровень безопасности китайской общественности не готов справиться. Или придется просто пересматривать всю систему безопасности Китая. К этому Китай не очень готов, его сытое общество, особенно в городах. То есть это очень крупная проблема, которую фактически создал Байден для Китая, пока она носит тлеющий характер. Пока еще борьба, в кавычках, с ИГИЛом афганским не достигла своего полноценного масштаба. И пока помощь заключается только в небольшой помощи пакистанской армии движению Талибана. Она может быть гораздо большей. И Пакистан не надо заблуждаться и думать, что Пакистан союзник только Китая. Это союзник еще нескольких других государств. Таким образом, и еще одна очень важная победа Байдена. Страх перед ковидом в США спадает, идет всеобщая вакцинация. И появление нового ИГИЛа, об этом уже заявили, что теракты, подобные 11 сентября, они возможны. Кстати, это будет у нас уже завтра, всех с годовщиной. Они возможны. Это новая угроза для безопасности Соединенных Штатов. То есть Байден использует и этот инструмент для укрепления власти Демократической партии, которая сейчас достаточно устойчива и пришла фактически на волне народного недовольства. Она снова, эта волна растет, и Демпартия будет использовать этот пугало терроризма, ИГИЛа, которое они сами фактически сейчас создают, для контроля над собственным населением. То есть говорить о том, что это поражение Байдена, это очень большая натяжка. Да, союзники по НАТО ропщут, но на то они младшие партнеры, никаким образом сбросить иго НАТО они не могут только роптать. Да, для Тайваня это крайне неприятно, то, что Соединенные Штаты могли руководствоваться такими своими интересами и бросить афганских союзников. Для многих союзников Соединенных Штатов это неприятно, но альтернативы никакой нет, в том числе и для Украины. Поэтому преувеличивать репутационные потери, которые понесли Соединенные Штаты в Афганистане, наверное, не стоит. Хотя они, конечно же, есть.
Значит, важный вопрос, который нас всех будоражит, нашу публичную общественность. Значит, у нас вот этих многословных авторов телеграм-каналов, видеоблогеров и прочих, которые подхватили, кстати говоря, западную прессу, подхватили вот эту утку о том, что Талибан это прокси, это младший партнер, и чуть ли не сам Китай создал Талибан и помог ему выиграть. Это все начало распространяться именно в западной прессе, что сейчас, Китай, официальные лица США, бывшие, правда, они заявляют о том, что вот Китай сейчас Баграм займет, это авиабаза американцев крупнейшая под Кабулом, точнее над Кабулом. Очень много разговоров об этом идет, но никакой Баграм никто не занял, и китайцы опровергли, это талибы даже это опровергли. Хотя могли бы не опровергать, в принципе, да. Другие базы тоже Китай не занимает. И в основном источник информации о том, что талибы это марионетки Китая, сейчас Китай начнет заполнять вакуум, это, конечно, Соединенные Штаты, это Индия, которая очень опасается этого. И в основном Соединенные Штаты и их союзники, которые, возможно, помогли Талибану так быстро освоить Афганистан, они пытаются закрыть вот этот вопрос, почему талибов так быстро все получилось, впуская вот эту информационную утку про Китай, которая совершенно не находит никаких фактов, ни одного единого факта о том, что Китай вырастил Талибан или помог ему захватить США. Это невозможно фактически со стороны Китая, потому что не было для такого операции нужно огромное количество советников, чтобы это провернуть за месяц. Этого всего не было. Так эта версия, тем не менее, очень активно распространяется, и она выгодна тем, кто хочет закрыть реальные причины такой быстрой победы Талибана над афганской армией. И они пытаются в любой непонятной ситуации сваливать все на Китай. Все равно никто ничего не знает. Востоковедов уже нету. Одни телеграм-спамеры есть. Понятно. Тем не менее, это очень удачная утка. И это списали на Китай. Вот якобы Талибану помог Китай, и поэтому Талибан так быстро захватил. Что я хочу сказать. Первый город, который захватил Талибан, это Герат. Это находится он примерно в 1000 километрах от афгано-китайской границы. То есть это другой конец Афганистана. Это город, находящийся рядом с Туркменией и Ираном. И, конечно, это очень странно, что талибы захватили не Бадахшан, в первую очередь, который пал одним из последних. Это граница с Китаем, это Ваханский коридор, а другую совершенно область. Талибов приглашают китайцы на переговоры в Пекин. Они пытались быть посредником между Талибаном и правительством Гани. С талибами ведут переговоры китайские послы. Талибы открыто, официально приглашают, делают слова вежливости Китаю. Те, кто жили на Востоке и понимают восточную риторику, говорит о том, что это возможно только между партнерами, но вовсе не между младшими партнерами или марионетками. Да, марионетки исполняют приказы, они получают инструкции и действуют согласно инструкциям, и молчат в тряпку, когда речь идет об их хозяевах, чтобы хозяева не были никому видны. А Талибан это террористическая организация, связи с которой преследуются западным сообществом. Тем не менее, Китай ведет партнерский диалог с Талибаном. Кем приходится Китай и Талибану? Это страна, которая хочет выстроить с Талибаном, с действующим правительством, диалог с целью реализации своих проектов. О проектах я не сказал. В первую очередь Афганистан интересует Китай как транспортная артерия, связывающая его с углеводородами Ирана. Сейчас углеводороды Ирана это очень нестабильный вопрос для Китая, потому что, во-первых, все поставки нефти идут через Персидский залив, вдоль Индии, побережья, или акватории сопредельной с Индией, и являются очень нестабильными поставками в Китай. Китай надеется на поставки не только иранской, но и иракской нефти через Иран, но все это находится под контролем флотов США и их союзников в Индийском океане и в Тихом океане. Таким образом, Афганистан создает определенный безопасный коридор в случае мирного завершения конфликта
для Китая. И Китаю эта сверхзадача очень важна, мир в Афганистане. Неважно, кто это будет, правительство Гани или это правительство Талибана и так далее. Они ищут контакты со всеми сторонами вопроса, и ни одним из этих партнеров они не управляют. Единственный факт, который может как-то играть в пользу того, что талибы, конспирологические версии, их очень любят телеграм-каналы разные, телеграм-эксперты, их назовем вот так, ну, чтобы никого не обижать. Эта версия родилась из событий декабря 2020 года, когда правительство Гани арестовало китайскую сеть из 10 человек, которая выманивала активистов уйгурского движения Восточного Туркестана с целью их уничтожения на территории Афганистана. Сеть была 10 человек, и сеть по заявлению, опять же, очень важно, именно правительства Афганистана, сотрудничала с враждебной талибской группировкой сеть Хакани. То есть это часть нынешнего правительства Талибана. Это пуштуны, это основная движущая такая радикальная группировка, наиболее такой ударный отряд в Кандагаре, которые сидят. И вот якобы Китай сотрудничал с ними для того, чтобы выманивать эту группу уйгуров. Это заявление не сети Хакани, это заявление афганских разведчиков. Ну, они могли это сделать для того, чтобы, например, поссорить сеть Хакани с Китаем и так далее. Но подтверждений других, кроме этого партнерского сотрудничества между Китаем и сетью Хакани, нет. Ну и, кстати говоря, опять же, партнерство не означает младшее партнерство. Да, китайцы могли договориться с ними, но если это было всего 10 человек, и им приходилось их еще и выманивать, и это происходило в Кабуле, а это не происходило в Кандагаре, хотя если бы это реально были младшие партнеры или действительно партнеры, то китайцы бы просто бы с помощью этой сети, ну, по $1000 за голову просто переубивали бы всех уйгуров. Но это не произошло. Им приходилось выманивать этих уйгуров из их районов в Кабул, мучиться, стараться и в итоге вот там кого-то, пару человек убить. Ну, говорить о том, что вот такое сотрудничество это есть прокси, талибы это прокси Китая, это глупо. Особенно учитывая то, что Китай проводит военные учения в мусульманских районах вместе с Россией, готовится с Таджикистаном, проводит военные учения, формирует потенциальную антиталибскую коалицию. И фактически в Китае действует военный союз Раджун-Бата, я об этом писал. Это Афганистан, Китай, Пакистан и Таджикистан. Вот первые иероглифы в их названии Раджун-Бата – это коллегия совещания генеральных штабов этих государств. В совещании присутствовало правительство Гани. То есть китайцы на официальном военном уровне воевали против Талибана в составе вот этой коалиции или формировали антиталибскую защитную сеть. Говорить о том, что сеть может формироваться против прокси, ну, это может прийти в голову только людям, которые очень далеки от действительности, ну и от фактологии, просто не владеющим материалом. Тем не менее, талибы гораздо более лояльно относятся к китайцам, чем к американцам. То есть, если на чашу весов потенциальных партнеров Талибана положить, на одну чашу весов, соответственно, положить талибов и китайцев, и на другую чашу американцев, то, конечно, американцы это реальные люди, которые не способствовали или противостояли национально-освободительному движению Талибана. А китайцы просто стояли в сторонке, и, конечно, на них талибы рассчитывают. Но говорить о том, что китайцы построят там, значит, сейчас этот автомагистраль, железнодорожные магистрали, нефтепроводы, просто потому что талибы это их прокси, это нереально. Значит, другой вопрос. Очень много лития находится в Афганистане. И если не смогли американцы этот литий, уран и золото освоить за 20 лет в условиях полной оккупации, то как это должны сделать китайцы? Китайцев два больших препятствия в инвестировании в Афганистан. Первое – это безопасность. Даже если мы сравним с Пакистаном, где не идет гражданская война, безопасность в Афганистане куда хуже, чем в Пакистане. В Пакистане проекты, хотя не заявлено $62 миллиарда, но реализован только порт Гвадар, по большому счету. Остальные проекты, трубопроводы,
магистрали, они не реализованы. Китайцами огромное сопротивление, хотя гражданской войны нет. Здесь проблемы с безопасностью гораздо больше. Да, китайская пресса, особенно вот ястребы из Global Times, пишут разные сюжеты о том, что в Китае, в Кабуле есть Чайнатаун, действительно есть, 2019 года, но китайцы там не реализуют крупных проектов. Они там рестораны открыли, они торгуют обувью, одеждой какой-нибудь, да, там минимально ширпотребом каким-то, но крупные компании туда не заходят и не зайдут, пока международное сообщество не признает инклюзивное коалиционное правительство, да. Что это значит? Это вторая большая проблема для китайских компаний. Любая компания крупная, которая будет сотрудничать с Талибаном на официальном уровне, а это произойдет, если это будет видно, это трудно будет скрыть, то она получит санкции. Такие же санкции, как от сотрудничества с Ираном. И ее счета подвергнутся блокированию, а может быть, как и в случае Huawei, как раз это иранский вопрос, по которому задержали одного из руководителей корпорации Huawei, вот также будет поступать с теми компаниями, которые будут сотрудничать с талибским режимом. Китайцы это прекрасно понимают и не сунутся в Афганистан, пока его правительство не будет признано. Талибы, они против инклюзивного правительства. Они не хотят включать никакие стороны бывшего афганского правительства в свой состав. И более того, правительство носит сугубо пуштунский характер. То есть, ни о каком там инклюзивном правительстве в ближайший год точно говорить невозможно. Скорее всего, будет речь идти о гражданской войне. Третий вопрос, почему китайцы не идут или с трудом идут в Афганистан, это децентрализация Талибана. Это в головах экспертов телеграм-каналов, это единая организация. По факту это батька Махно и, значит, черное знамя. Это вольница, состоящая из сети разных провинций, сети разных командиров, которые, часть из них, которая вчера была лояльность показывала Гани, сейчас не показывает лояльность Талибану, но завтра придет какой-нибудь новый Хорасан, великий Хорасан или новый ИГИЛ, они будут показывать лояльность ему. Это вот в традициях восточных государств вполне. И никакой централизации нету. Да, можно говорить о том, что Южный Пакистан централизован относительно с центром в Кандагаре, но в Кабуле об этом говорить пока преждевременно, особенно видя то, что демонстрации разгоняются автоматными очередями. Ну, явно, что контроль над обществом и централизация власти не достигнута. То есть китайцы не будут вкладывать в Барадара, потому что, не дай бог, завтра Барадара убьет Якуб. Ну, и Якуб скажет, это платили Барадару, а мне нужно снова заплатить. Ну, это мы все проходили, китайцы тоже, поэтому вкладываться они особо быстро не будут. Но вот вопреки всем этим странным заявлениям о том, что талибы это прокси китайские, и вообще Афганистан уже вошел под контроль китайцев, китайцы занимают только 6-ю позицию в торговле с Афганистаном. Вообще первые 6 позиций занимают, ну, естественно, Пакистан, Индия, Арабские Эмираты, Иран и США. Даже меньше, чем США, Китай торгует с Афганистаном. Более того, уже богатые недра Афганистана передавались под контроль китайского правительства. Да, речь идет о месторождении медном Мес-Айнак и, соответственно, нефтяном месторождении Амударья. Ну, в 2009 и 2011 году эти крупные проекты передавались под контроль китайцев. Ну, вот, ничего не реализовано за 10 лет. Ну, это без особо активной гражданской войны. А тут идет гражданская война, голод, миграционный кризис. О каких месторождениях лития вы говорите? Вы что? Ладно, значит, поэтому, и, кстати говоря, США тоже ничего не разрабатывала там, ну, сейчас вдруг придет Китай и все это сделает. Ну, мягко говоря, это слишком большое допущение, сверхзадача. Скорее всего, исходя из того, что происходит, Китай готовится к гражданской войне в Афганистане и готовится к определенным мероприятиям в отношении Афганистана. Поэтому негативный сценарий более вероятен. Ну, соответственно, вариантов всего 3 для Китая. То есть, как уже и говорили 4 месяца назад, ввод регулярных войск для того, чтобы защитить, создать анклав или подушку безопасности между уйгурами и талибами. Просто чтобы хотя бы поставки, ну, например, вертолетами не могли идти, да, через горные районы. Второй вариант – это действие руками ЧВК, то есть вводятся в
ряд районов Афганистана группы, похожие, например, на хазарейцев, да, то есть более монголоидного типа. Это узбеки, китайские, казахи, это уйгуры те же самые, лояльные Китаю, и они организовывают сопротивление талибов там, то есть ведут де-факто саботаж, партизанскую войну. Ну и третий вариант, достаточно такой, более красивый, это миротворческая миссия. Но в пользу миротворческой миссии говорит два факта. Китай впервые на своей территории проводит масштабные миротворческие учения ООН. В них принимает несколько участия государств: Пакистан, Монголия, в том числе Таиланд и так далее. То есть Китай тренируется быть руководителем миротворческой операции. И второй факт — это то, что на заседании ООН представитель Китая выступил с идеей реформирования механизма миротворческих операций, скорее всего, для того, чтобы расширить контингент, позволительный для Китая. Явно, что нынешние объемы китайских миротворцев — это, по-моему, порядка нескольких тысяч человек, которые все находятся в Африке. Это недостаточно для такой масштабной операции, как в Афганистане. Вот, возможно, идет речь об этом. И мы в ближайшее время это увидим по мере нарастания, приближения зимы и нарастания социальной гуманитарной катастрофы в Афганистане. Конечно, эта операция потребуется. Скорее всего, Китай постарается ввести туда свой миротворческий контингент, и этому очень сильно ревнует Индия. И мы понимаем, что в Ладакхе те конфликты, боестолкновения с Индией, которые были в прошлом году, они, конечно, на самом деле Ладакх — это вот часть этого региона. То есть Индия, скорее всего, тоже будет участвовать в этой миротворческой операции, но на каких-то своих особых условиях постарается туда вклиниться. Конечно, Китаю очень важен консенсус Ирана и Пакистана для того, чтобы начать эту операцию. И особенно с Ираном, с которым проводились переговоры, которые вступает в ШОС. Возможно, это будет, вот, кстати, мирная миссия ШОС, сейчас в Оренбурге тоже военные учения происходят одновременно с этой миротворческой организацией. И Китай, возможно, будет искать варианты. Китай всегда реализует несколько вариантов одновременно, пытается к ним быть готовым. Либо это будет мирная миссия ШОС, для чего все и готовилось в течение 20 лет с момента создания ШОС. И при участии войск Ирана, при участии войск России, всех Средней Азии, Китая, Пакистана и Индии. Вот ШОС займет Афганистан, это вероятный вариант. Ну, либо это будет миротворческая миссия ООН. Либо две одновременно, что не исключено. И с китайскими ЧВК, и со всем остальным. У нас мир сейчас сложный, и все может быть одновременно развиваться. Вот, собственно говоря, то, что сейчас происходит непосредственно в Афганистане. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте своим друзьям. Спасибо большое.